Я думаю, что 50% истории знакомства с фотографией обычно начинаются так. Да? У меня дома лежал «Зенит», и, собственно, я решил попробовать, и случилось чудо. Первая камера, наверное, была «Рили Зенит». Я точно не помню, но, наверное, «Зенит», но я очень быстро, там у меня приятель ездил на работу в Америку, он привез первую цифровую камеру, я просто обалдел, что такое возможно. И, это стало моей серьезной мечтой, и где-то уже в 2005 году у меня появилась первая зеркалка, и я начал работать с цифрой. Это просто классное время, когда ты только увлекаешься фотографией, тебе нравится все, тебе все интересно, у тебя начинает что-то получаться, ты знакомишься с миром с помощью фотографий, это просто действительно очень круто. А с пленкой я познакомился, думаю, где-то год 2007, 2006, может, 2005, таким вот образом. Что было классного? Что мне особенно понравилось, когда я познакомился? То есть это возможность увидеть весь аналоговый процесс от начала до конца. То есть, собственно, ты зарядил, ты снял, далее ты сам проявляешь, и в самом идеальном случае ты потом сам печатаешь. Таким образом, весь этот цикл фотографический ты чувствуешь практически руками. То есть это действительно офигенная тема. Плюс ко всему у пленки был ряд преимуществ визуальных, то есть сразу получалось классно. В отличие от цифры, которую приходилось шопить с ней, возиться, что-то делать, постоянно искать какие-то решения, то с пленкой сразу все получалось достаточно круто. На данный момент это вообще парадокс. Многие считают, что на пленку снимают ретрограды, типа такие люди, романтизирующие дедовскую эстетику. В современной фотографии куча пленочных фотографов. На данный момент огромное количество плагинов, пресетов, каких-то еще эстетик, которые используются при обработке, имитируют пленку. То есть цифра в этом плане ничего нового не изобрела. Куча людей обожают то, что было добыто до этого химическим путем. Но сейчас мы говорим безусловно, о творческой фотографии, об арт-фотографии. Мы не говорим о, например, репортажной фотографии. То есть, если мы посмотрим в эту сторону, сложно снимать на пленку репортаж. Хотя у меня был смешной случай. Пару лет назад в Беларуси проходили марши тунеядцев, или не тунеядцев, я уже не помню точное название. В общем, люди вышли на улицу протестовать против налога, который вводили за то, что они не работают. А для меня это была личная история, потому что я помню то время, то состояние, в котором находились люди, когда это происходило. И, в общем, я пошел снимать, я взял с собой штатив, я взял с собой затемняющие стекла, тросик, стремянку, среднеформатную камеру, то есть мне нужна была некая монументальность этой сцены. И я пошел снимать, я попросил Юлю, свою жену, она мне помогала, мы пришли вдвоем. И, в общем, на нас все фотографы, которые там работали, смотрели как на дебилов. То есть, и реально идет митинг, люди идут, мы видим людей в штатском, с рациями, ОМОН, мы видим наших коллег, да, и все на нас смотрят, вы что, какие дурачки, что ли, примерно так, да. Если бы кто-нибудь еще бухал здесь в низинке, было бы вообще идеальный сюжет. Одна из очень выраженных причин заниматься творчеством – это личная боль, либо личные переживания. То есть, если тебя что-то волнует, у тебя есть потребность об этом говорить, это идеальные условия для того, чтобы заниматься творчеством. У меня есть несколько тем, которые меня волнуют. Я думаю, что их гораздо больше, но я чувствую, что у меня идет отклик на какое-то явление, да, и я начинаю с этим работать. У меня есть большая работа про Минск, и я снимаю, пока что я снимаю, потому что это важно мне самому. То есть, чем живет город сейчас? Что такое современный Минск? Да? И я решил, что один из способов, я много путешествую, и один из способов попасть в город – это поезд. Если ты заезжаешь на поезде в город, ты разрезаешь город насквозь, ты видишь все его слои. Ты видишь
Значит, ты начинаешь там видеть окраины, панельки, потом какие-то заводы, потом ты приезжаешь в центральную часть, там, ну, какие-то эти вещи. Я понял, что таким образом ты можешь увидеть все разнообразие города. И я начал ходить пешком вдоль железной дороги. Мне важно 3 плана отобразить. Вообще в этой съемке важно, чтобы был передний план, средний — это поезд, и задний — то, что находится сзади. И, собственно, часто, вот как сейчас мы находимся в низине, и если я буду снимать, у меня просто задний план будет заслонен поездом, ничего не получится. Поэтому стремянка — это возможность получить верхний ракурс. Я думал, что вдоль железной дороги будет кипеть жизнь, там будут люди отдыхать, там кто-то будет там с девушкой романтично проводить время, там какие-то алкаши будут бухать на пне, да? А оказалось, что там пустота. Ну, то есть там вообще почти нет людей. То есть ты идешь, и вообще практически нет жизни. И это, ну, тоже интересное открытие. И вот таким вот образом я хожу по городу и снимаю Минск. Это одна из его каких-то интерпретаций. Вот. Плюс второй угол зрения, который я про Минск использую, это всем известные места, но сняты в другом контексте. Например, ты снимаешь ЦУМ или там филармонию, при этом возле ЦУМа там припарковано 20 автозаков. Ладно, вру, не 20, 5 автозаков. И это обратная сторона жизни города. Да, эти здания, они видят свою жизнь, и это, ну, типа, такой другой угол, который я тоже исследую, снимаю. В общем, мне хочется сказать, что Минск — это живой организм. И мне хочется это наполнить какой-то любовью. То есть кто, как не мы, ну, минчане, грубо говоря, люди этого города, не создадим какое-то высказывание о любимом месте. Мы находимся в культ-центре «Корпус», где в данный момент идет выставка «ЕС-Право». Выставка посвящена модернизации профобразования в Беларуси в первую очередь, но в целом речь идет о женщинах, героинях, которые заняты в неклассических профессиях. 16 лет назад в этом цехе я работал транспортировщиком. И вот именно вот эти тачаночки с деталями я возил, да? И эта женщина, Ольга, работала со мной параллельно в одном и том же цехе, она меня узнала, и для меня это некий камбэк, то есть я вернулся в то место, откуда начинал. Это очень интересное ощущение. То есть я, когда узнал, что у нас будет в рамках проекта и тракторный, я подумал, это круто. Когда мне сказали, что мы еще попадем в прессовый цех, я подумал, это вообще дико круто. Вот, и поэтому для меня вот эта карточка, в принципе, особенная. Так как в Беларуси отсутствует художественный рынок практически напрочь, я не представляю, как молодому автору, фотографу или художнику выживать в Беларуси. Ну, то есть вопрос простой. Человеку надо добывать где-то деньги, и надо решать эту задачу. Тяжелый кризис я пережил вот, касательно процессов, связанных с творческой фотографией, с выбором между творческой фотографией и коммерческой фотографией. Ну, то есть в свое время я достаточно хорошо жил, там, с точки зрения достатка. Я занимался свадебной фотографией, стоковой фотографией, там, снимал в журналы и много чего всего я делал. Но в определенный момент я понял, что вся вот эта коммерция, она просто съедает меня и превращается, ну, во-первых, она превращается в рутину, во-вторых, меня практически не остается в этом процессе. И в этот момент я понял, что мне придется либо отрезать мои какие-то творческие амбиции, личные амбиции, авторские, и заняться полностью коммерческой фотографией, переквалифицироваться. Либо, если я выберу творческую фотографию, то это практически гарантированно я стану беднее. Я обеднел. Но неизбежно. И реально я потом за это серьезно платил. Платил своим здоровьем, платил там, нервами. Это выбор, который я не буду советовать вот так начастую. Знаешь, там типа говорят, исследуй сердцу там, да, и так далее. Не всегда следование сердцу приводит к крутому результату. Практически всегда следование сердцу приводит к испытаниям. И это испытание либо ты пройдешь, либо сломаешься. Вот сейчас я его прохожу.